У меня есть очень много новостей для вас и очень много хороших, позитивных новостей, потому что мы сейчас в этот год, в 2017 год, зашли с новой, скажем так, с новой стратегией развития, да, в этом году. Мы в этом году для себя приняли, что для нас этот год, 2017 год, будет годом продукта, годом конечного клиента. Мы сейчас это называем бизнесом, да, и мы все наши действия, все наши телодвижения в компании мы будем делать для того, чтобы у нас появлялось все больше и больше новых клиентов. А сегодня мой спич для тех ребят, которые вот только-только пришли, которые только вот в первой части познакомились с продуктом. Я хотел бы немножко рассказать, как SEO компании, немножко рассказать о самой компании, чтобы вы понимали, кто это делает, кто этим занимается. Вот. И для того, чтобы у вас, может быть, какая-то уверенность появилась, потому что очень важно иногда, мне, например, с контрагентами всегда очень важно встретиться лично. Со всеми контрагентами я стараюсь встречаться лично, потому что я всегда смогу понять, глядя в глаза, что у человека на уме, и как долго можно с ним работать, и вообще можно ли с ним работать и так далее. Это очень важный момент. Я понимаю, насколько это важный момент для вас. Хорошо. Значит, меня зовут Вячеслав. Я являюсь еще раз SEO компании Global Intellect Service. Это IT-компания. Компания является международной. На сегодняшний день вот мы говорили о том, что у нас, скажем так, штаб-квартира в Эмиратах, но вот на сегодняшний день мы сейчас штаб-квартиру переносим в Соединенные Штаты Америки, скажем, там штаб-квартира компании, потому что мы, тот продукт, который мы пишем, мы с этим продуктом, у нас очень большая амбиция, очень большие планы выходить на международный рынок, и вы понимаете, что на международный рынок нужно выходить всегда через Америку. Те, кто работали, может быть, в импорте, экспорте, вы, наверное, с этим сталкивались. Вот. И то есть у нас есть дочерние структуры сейчас, в Европе есть, в Соединенных Штатах Америки, в Эмиратах, в Азии. Вот у нас сейчас открылась компания в Малайзии, в Куала-Лумпур. И, так вот, компания Global Intellect Service, компания была основана сама в 2013 году. И на сегодняшний день это уже, скажем так, большая, огромная структура. У нас уже выстроена инфраструктура, в принципе, по всему миру. У нас есть на сегодняшний день 4 большие команды разработчиков. Значит, самая главная команда разработчиков на сегодняшний день, она сидит в Казани. Это где-то штат порядка 40, наверное, человек. Это саппорт, разработчики, дизайнеры, это мобильные разработки, разработчики мобильного приложения. И в основном та команда, которая сидит в Казани, это в основном проект-менеджеры. То есть это люди, которые генерят задачи, раздают задачи там и так далее. Ну и пишут какой-то код. И остальные 3 команды у нас, они по миру. Это Индия, это Америка, есть в Европе, даже есть в Казахстане, даже есть в СНГ у нас такие разрозненные разработчики. То есть это те люди, которые, скажем так, по ТЗ пишут код, вот, и мы это все дело собираем. То есть на самом деле это такой уже большой, огромный, IT, скажем, кластер. И начинали мы, когда начинали в 2013 году, там было у нас где-то около 5, наверное, разработчиков, и вот сейчас мы выросли до таких масштабов. То есть в таком, скажем так, в более-менее среднем расширении в каждый конкретный момент над продуктом работает где-то порядка, наверное, 80-100 человек. Вот в каждый момент. Когда у нас, например, большие задачи, большие релизы, мы раздуваем, скажем так, став, да, персонал. И когда у нас нет таких больших задач, мы его сдуваем, но где-то в среднем порядка 100 человек работает над этим продуктом. Значит, по поводу вообще нашей модели, нашего продукта и идеи продвижения. Значит, чем вообще сейчас очень много шума вокруг компании и вокруг самого продукта, и на это есть сегодня 2 причины. Первая причина — это то, что сам продукт, он очень интересный, он нишевый, он, скажем так, сейчас в тренде, да, то, что вот, в принципе сейчас надо для рынка. И вторая причина — это сама система продвижения, по которой мы этот продукт продвигаем. Значит, и я сейчас расскажу свою точку зрения на вот это все, и вы просто поставьте себя на мое место. И я когда буду рассказывать, вы поймете, что мы приняли правильное решение в области продвижения этого продукта. Просто ставьте себя на мое место, на место SEO IT-компании, и что бы вы сделали, например, на моем месте, когда у вас есть хороший продукт и как нужно его продвигать. Когда мы написали Game, мы поняли, что это очень хороший продукт, и это очень классный продукт. Но
как у любого классного продукта, самая главная задача сегодня не произвести, а самая главная задача — это что сделать? Продать, да, продвинуть на рынок. Потому что абсолютно любой продукт, абсолютно любая идея, она ну, должна получить какую-то там маркетинговую поддержку, какой-то толчок, какое-то развитие, то есть продажа активная. Сегодня, на самом деле, кладбище IT-стартапов, оно пополняется каждый день. То есть есть очень много хороших идей, есть очень много хороших начинаний, но там потому что нет финансирования или потому что люди неправильно занимаются продвижением этого продукта, неправильное позиционирование там и так далее. Причин очень много, и эти проекты, они ну, постепенно глохнут и умирают. Ну, вы видели такие проекты или идеи, которые вроде бы интересные, свежие, но они через некоторое время не нашли какой-то отклик, только потому, что, скорее всего, неправильно преподнесли. И вот эта иллюзия того, что я сейчас сделаю проект, и если я сделаю хороший проект, все начнут его покупать. На самом деле у меня тоже была такая иллюзия. Когда мы вышли с геймом, я думаю, все. Мы просто нашли золотую жилу. Знаете, это, ну, мы там, я не знаю, 40 лет назад в Объединенных Арабских Эмиратах нашли нефть. Представляете? Пальцем проткнули, и, значит, полилась нефть. Рядом с баржой, просто туда вот, и все, транспортировка туда. Фонтан прям брызжет вот туда, да. То есть, представляете, да? И когда мы запустили продукт 18 января 2015 года. И когда это было в Екатеринбурге, и когда я сделал первую официальную презентацию, я стоял на сцене, думаю, все. Люди, наверное, сейчас просто рынок порвут в клочья. Думаю, сейчас такое начнется. Идея же хорошая, продукт классный, прикольный, да, все вроде бы, да, здорово. Это иллюзия всех людей, которые рождают какие-то идеи и пытаются их воплотить. Это нормально. Потому что если, допустим, мы посмотрим, ну я знаю, что вот по глазам там у многих это откликается, да, у вас была идея какая-то, вы думаете, это просто гениально, я вообще бог, гений. И когда вы приходите к людям с этой своей идеей, первое, второе, третье, они говорят, ты что вообще, это не пойдет. И да, и 19-20 января я сижу и думаю, так, где клиенты? Вот. И то есть я к тому, что ну, абсолютно любая идея, она должна каким-то, то есть мы должны ее продвигать, мы должны ее сделать классное позиционирование там, и так далее. И даже, знаете, вот, например, про такие проекты, как WhatsApp. Да, WhatsApp, все мы знаем. Вы знаете, когда его делал Ян Кум, WhatsApp, тот, который мы его знаем, это вообще началось WhatsApp 2.0. То есть изначально WhatsApp, он не был как мессенджер. WhatsApp нужен был только для того, чтобы я со своей телефонной книжкой обменивался статусами. То есть просто, например, я подгружаю туда телефонную книжку свою и пишу статус. И люди, когда заходят в WhatsApp, они видят только мой статус. То есть там не было мессенджера вообще абсолютно. И очень многие, например, возьмите тот же самый Инстаграм. Инстаграм сейчас это лента, самое главное, лента и фотография. Изначально Инстаграм это было приложение для фильтров. То есть я просто мог на фотографию наложить фильтр и выложить это в социальные сети. То есть Инстаграм не был как социальная сеть изначально. И у него было другое название — Burps. Ну, можете почитать. То есть я к тому, что идеи, их нужно какое-то время докручивать, и нужно понимать вот это преимущество, позиционирование там и так далее. И мы тоже столкнулись с этим вопросом, то, что нам нужно каким-то образом продвигать этот продукт. И мы понимали, что есть, например, традиционный способ продвижения продукта. Мы могли что сделать? Мы могли просто давать рекламу, нанять отдел продаж, значит, и заниматься продажами, там, как-то рекламироваться, каким-то образом, там, например, делать в интернете рекламу, может быть, где-то там офлайн рекламу или еще каким-то образом, то есть, или, например, там какие-то прямые продажи делать и так далее. Но это все на самом деле утопично, потому что под это нужны бюджеты там, и так далее, и это сегодня не так эффективно на самом деле. И мы посмотрели в сторону рынка франшиз и в сторону рынка партнерских программ. На сегодняшний день на самом деле абсолютно любой предприниматель, который сидит здесь в зале, если вы думаете о продвижении своего продукта, вам нужно просто просканировать рынок, что сегодня есть и что сегодня работает. И на сегодняшний день, что у нас происходит в России, вообще в СНГ на сегодняшний день, это первое, это бум франшиз сейчас, в данный момент. Бум франшиз происходит. То, что было в 70-е годы в США. В США в 70-е годы был бум франшиз. У нас сейчас бум франшиз. Вы же, наверное, заметили, да, сейчас абсолютно любой бизнес
мало-мальски там что-то, какие-то деньги заработал, сразу бежит это все, да, оформлять франшизу. И этот рынок, он сейчас так перегревается, потому что очень много таких недобросовестных игроков на рынке там и так далее. Это первое. Второе — это партнерские программы. То есть партнерские программы — это тогда, когда мы вовлекаем в продвижение продукта людей. Партнерская программа — это тогда, когда мы клиенту, который у нас купил продукт, мы ему говорим, что мы понимаем, что ты сегодня самый лучший рекомендодатель нашего продукта. Потому что, опять же, принцип рекомендации — самый эффективный способ продвижения товаров и услуг. И мы подумали, что те деньги, которые мы могли бы тратить на газеты, журналы, телевидение, или, там, на рекламу в интернете, на директ, на Google AdWords и так далее, мы могли бы, в принципе, эти деньги отдать тому человеку, который нас порекомендовал, потому что это сегодня самый лучший источник продвижения, то есть самый лучший способ продвижения, самый лучший способ рекламы. И мы просто попробовали объединить вместе принцип франшизы и принцип партнерской программы. И у нас получилась на самом деле гремучая смесь, мы это называем Smart Business, умный бизнес. И я считаю, что это вообще в принципе экономическое чудо. Потому что вот ту нашу идею смарт-бизнеса абсолютно любой бизнес может взять для себя и использовать. И вы таким образом вы можете что сделать? Вы можете просто своих клиентов вовлечь в продвижение вашего продукта. То есть вы можете своих клиентов сделать своими промоутерами. А самые лучшие промоутеры — это ваши клиенты, которые на себе используют этот продукт, ощутили его эффект, и они могут об этом рассказать, и они могут порекомендовать. И вот эта идея Smart Business, она сегодня просто, ну, как бы на ура везде принимается, вообще на всех рынках. И мы, получается, даем людям возможность на этой идее, потрясающей идее на сегодняшний день, создавать очень большие деньги. У нас есть очень много партнеров, которые очень успешно сегодня зарабатывают большое количество денег. И самое главное, что есть перспектива огромная, потому что мы создаем инфраструктуру для того, чтобы этот продукт можно было продвигать где угодно. Абсолютно, то есть Smart Business — это, по сути, абсолютно каждый человек, абсолютно любой человек может прийти к нам в роли франчайзи, и вместе с нами заниматься продвижением продукта. Причем в обычных франшизах у вас есть право только продвигать продукт, который вам дали по франшизе. Мы здесь в смарт-бизнесе, скажем так, культивируем идею субфранчайзинга, сублицензии, да, как сублицензиат абсолютно любой партнер, который к нам приходит. То есть это говорит о том, что вы помимо того, что вы можете продвигать продукт сам по себе, вы еще можете продвигать сами франшизы. И продвигая франшизы, рекомендую франшизы, еще на этом зарабатывать очень хорошие деньги. И я рассматриваю Smart Business это как абсолютно, ну, это обычный бизнес для каждого человека в рамках компании. То есть компания, по сути, создала сегодня продукт, инфраструктуру, компания сегодня делает хорошую идею, развивается, и каждый человек, приходя на этой базе, может для себя создавать свой собственный бизнес. Потому что когда вы приходите в компанию, и вы когда начинаете быть партнером, да, в компании в области смарт-бизнеса, вы, по сути, занимаетесь своим собственным бизнесом просто в рамках компании. Если, например, мы говорим с вами о большом, глобальном, огромном бизнесе, то ну, что вообще нужно для того, чтобы организовать свой собственный большой бизнес, такой громадный, скажем так, миллиардный, международный бизнес? Нужно, во-первых, нужна какая-то своя собственная идея. Да? Компания сегодня предоставляет идея, продукт. То есть, ну, что я получаю в рамках Smart Business от компании Global Intellect Service? У нас уже есть идея, у нас уже есть продукт, он уже рабочий. Причем я к вам сегодня прихожу, и я вам говорю о том, что, ребята, вот когда мы сейчас вместе с вами занимаемся продвижением этого продукта, я вам говорю о том, что это будущий миллиардный бренд. Потому что я часто бываю в Соединенных Штатах Америки, вот я недавно тоже был, я там встречался с ребятами, которые в этом приложении видят, они говорят, то есть у нас вообще там нас администрирует компанию люди, которые выводят компании на IPO. То есть когда мы там создавали дочку, и вот сейчас мы на нее переводим весь основной бизнес, мы эту компанию создавали с тем, чтобы эта компания в будущем вышла на IPO, выходила на IPO. Потому что нам эту компанию администрирует компания, которая профессионально выводит на Нью-Йоркскую фондовую биржу компании.
делают IPO. И когда я с ним постоянно общаюсь по поводу продукта, я приезжаю, показываю какие-то обновления, и они вот в этот раз они говорят, этот продукт может быть как, знаете, как одна единая международная дисконтная система. То есть мы так и позиционируем ее, но они немножко добавили, скажем так, масштаба в это. Вот смотрите, например, вот у вас есть Uber приложение. Uber, да? Вы знаете, да, то, что Uber — это международное такси. Да. Где бы вы ни были, Uber работает абсолютно везде, кроме, кстати, Германии. В Германии Uber не работает, его там запретили. Вот я был недавно в Германии, я не смог там на Uber поехать. То есть он там не работает. Ну, не суть, он везде работает. То есть, например, я был в Соединенных Штатах Америки, я там ездил на Uber. Я вот недавно был в Голландии, я там ездил, в Амстердаме, я ездил на Uber. Я был в Сеуле, я ездил в Корее, я ездил на Uber. Я был в Токио, я ездил на Uber. Ну, понятно. То есть это приложение, у меня в айфоне есть вкладка «Путешествия». И у меня там есть приложения, которыми я пользуюсь во время путешествий. И там Uber. Больше никаких такси там нет. Это международное. И все понимают, что это международное одно такси. Дальше. Если мне нужно, например, куда-то я приезжаю, и мне нужен какой-то отзыв о каком-то заведении, я захожу в какое мобильное приложение? TripAdvisor. Затем, например, самое популярное приложение для бронирования, там, переночевать на ночь. Airbnb, да. То есть, опять же, все знают, что есть Airbnb и больше ничего нет в принципе. То есть Booking — это отели, а Airbnb — это переночевать у кого-то. Да? Значит, и вот сегодня, смотрите, переночевать у кого-то есть один монополист. Такси международное — один монополист. Там отзовика — один монополист. Но сегодня нет приложения, которое бы вам рассказывало о акциях, бонусах там, и так далее, там, где вы бы находились. И вот эти ребята, они говорят, слушай, это может быть вообще нишевый продукт. То есть и через некоторое время в телефонах абсолютно каждого человека во вкладках «Путешествия» будет это приложение. Куда бы вы ни приехали, например, я прилетел в тот же самый Нью-Йорк, я открываю мобильное приложение Game, и я смотрю, где сегодня есть какие-то акции, купоны, бонусы, скидки там и так далее. Или, например, сегодня какой-то ресторан делает там 50% на свое меню, и я могу пойти туда. То есть мы сейчас думаем, и вся наша стратегия развития вот именно продукта, она направлена вот в эту плоскость. Мы хотим сейчас и видим это приложение вот в таком свете. И самое интересное, что оно начинается вот прямо здесь и сейчас. Хорошо. Первое, что нам дает Smart Business? Я просто хочу вам показать масштаб. Может быть, для вас сейчас это пока, может быть, там программа лояльности, которая интересна вашему бизнесу, или, например, вы в этом видите возможность там дополнительного дохода с тем, что вы делаете рекомендацию, кто-то ее покупает. Я же хочу вам показать масштаб, к чему это может на самом деле в итоге привести. И просто хочу, чтобы вы понимали, что мы этим очень сильно горим. И мы это будем делать в любом случае. И если вы выбираете двигаться вместе с нами, можем это делать вместе. У нас в рамках Smart Business вы получаете хороший продукт, идею. Вам не надо придумывать идею, она уже есть. Причем не надо ставить ставку, не надо идти all-in, да? Не надо идти ва-банк. Это, как бы там партнерство с компанией сегодня это вообще очень доступная штука. И я не говорю, что это будет завтра. То есть я не говорю о том, что в компании, когда приходите, вы там завтра уже будете миллионерами. Ни в коем случае. Это игра на долгую. То есть мы отправляемся в очень такой большой забег. Но будет реально весело, я вам обещаю. А сейчас присоединяются уже там, начинают присоединяться последователи, потому что они увидели, что пришли новаторы, и у них получилось. Потому что результатов в компании, что касаемо продукта, что касаемо партнерской программы, есть очень много. Вот, например, мне очень много пишут в социальных сетях личные сообщения о том, что у нас есть очень хорошая идея. И сегодня, на самом деле, вот идея, она ничего не стоит. На самом деле. Сегодня этих идей вот просто вот так вот. Сегодня нужно их исполнять. Сегодня нужно их реализовывать. И сама по себе идея, она ничего не стоит. Нужно исполнение, команда, которая это все будет делать. Про команду я вам сказал, то есть про компанию, которая сегодня это делает. И мы постоянно свой персонал, мы его совершенствуется у нас постоянно. Они участвуют в разных выставках, и мы постоянно хантим очень сильных разработчиков для того, чтобы они приходили к нам в команду и писали этот продукт. Инфраструктура продвижения. То есть
инфраструктура, масштабирование там и так далее. Вот я всегда привожу пример. Значит, у нас есть, например, клиенты, которые находятся в Новой Зеландии. Например, есть там, я знаю, пару ресторанов, которые подключили систему гейм лояльности в Новой Зеландии. Есть клиенты в США, есть клиенты в Канаде, по-моему, еще нет. Есть клиенты в Латинской Америке. То есть и в принципе сегодня, если посмотреть, где нет сегодня клиентов у гейма, то это, наверное, только где-нибудь Гренландия там, или, не знаю, Антарктида, наверное, или Афганистан, да. Сегодня нет клиентов. То есть сегодня вообще, ну, гейм, он проникает везде. Почему? Потому что принцип рекомендации. Я к тому, что у компании есть выстроенная инфраструктура, вы можете этим бизнесом заниматься, где бы вы ни были, в любой точке мира. То есть на сегодняшний день мы адаптируем гейм на разные языки. То есть вы можете, находясь здесь, живя в Самаре, подключать клиентов в других странах. Бразилии, Чили, Австралия, Новая Зеландия и так далее. И у нас есть такие партнеры. Я вот постоянно привожу пример одного партнера, который мне писал, что он говорит, у меня есть клиент в Новой Зеландии и в Чили. Просто представьте. Смотрите, человек заработал деньги, сидя у себя дома, в Москве, по-моему, находится, из Новой Зеландии и из Чили. Мгновенно. Я просто вот обращаюсь к вам, к предпринимателям. Вот у вас есть свой бизнес, и чтобы вам начать зарабатывать сейчас в вашем бизнесе деньги из Чили и из Новой Зеландии, что нужно сделать? Да, как минимум купить туда билет. Да? И как минимум туда прилететь. Как минимум найти рынок сбыта, как минимум договориться, там, получить какие-то разрешения, там, ну и так далее. То есть на самом деле это очень такой, очень долгий процесс. Здесь в IT-индустрии и с этим продуктом границы, они все смываются, нет границ вообще. Сидя здесь, ты получаешь деньги из Новой Зеландии, из Австралии, то есть вообще по всему миру абсолютно. Более того, вы не привязаны конкретно к этому месту. Я вот сейчас, ну вот эти вот Новый год мы отмечали на Кубе, это Карибы, да, и ты понимаешь вот с этим продуктом, что ты в принципе можешь жить там, где ты хочешь. Например, если у вас есть какой-то бизнес такой, скажем, ну на земле, тоже очень хорошо, но это вы пустили корни здесь, то есть вы не можете жить там, где вы захотите, вы должны быть здесь. А с этим продуктом можно делать бизнес вообще где угодно. Например, опять же, вот там, гуляя по Нью-Йорку, гуляя по Манхэттену, я просто вижу, вот я иду, я вижу заведение. То есть можно приехать туда, снять там просто квартиру и просто начинать, если ты владеешь языком, просто начинать общаться с местными там бизнесменами, предпринимателями. То есть где бы ты ни был, везде есть бизнес, и здесь люди. И кому-то будет интересно либо продукт, кому-то будет интересна партнерская программа. И вы знаете, там рынки, они берутся очень быстро. То есть иногда бывает достаточно одного человека, знакомого на рынке, для того, чтобы он зацепился и начал эту идею дальше развивать. Здесь у нас еще есть корпоративный университет. Я это так называю. Почему? Потому что мы как компания постоянно стремимся к тому, чтобы обучать партнеров своих. У нас есть выезды за счет компании, у нас есть просто выезды, когда мы собираемся и мы учимся. И наши постоянно вот эти обучения — это как корпоративный университет, там, где мы обучаем. Только это не корпоративный университет, где вы получаете какую-то там бумажку там, и так далее, или 5 лет учитесь бесполезных этих знаний. Это все из жизни, из практики. Здесь еще такой момент, я бы отметил. Это, ну, когда, например, у меня спрашивают, чем ты занимаешься, это, знаете, ну, может быть, не репутационный, но, я не знаю, такой, где-то, может быть, так скажем, понты-эффект. Когда меня спрашивают, чем ты занимаешься, я говорю, мы международная IT-компания, и мы занимаемся продвижением очень интересного направления продукта по миру, по всему миру. То есть я занимаюсь продвижением большого продукта, большой идеи на весь мир. Вот. Это то, чем, в принципе, я занимаюсь, и каждый партнер смарт-бизнеса, который работает вместе с нами. Вот это то, что нам дает смарт-бизнес. Для нас смарт-бизнес — это большой отдел продаж на аутсорсинге. То есть мы что сделали просто? Мы написали маркетинг-план, то есть систему вознаграждения, и там есть условия. То есть вы делаете, например, такие результаты, вы зарабатываете там столько денег. И этот маркетинг, он очень мотивационный. То есть и он очень хорошо продуман, и он мотивирует вас
заниматься активно продажами, заниматься активно продвижением самого продукта, продвижением идеи. И спикеры, которые будут после меня, они уже будут рассказывать, как это все дело работает.